Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале LongSwim. Тем, кто смотрит это видео первый раз, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, колокольчики, пишите свою историю успеха, задавайте вопросы, передавайте это видео по мессенджерам своим друзьям, знакомым. Обсуждение этого видео придаст вашей жизни новые яркие моменты, а я начинаю. Тема сегодняшнего видео – как перестать чувствовать себя усталым, как победить прокрастинацию с помощью колеса жизненного баланса. Это первое видео из серии «Колесо жизненного баланса для женщин». И я уже буду рассказывать, как колесо жизненного баланса будет применимо для женщин и для мужчин в отдельности. Краткая предыстория этого видео заключается в том, что мужчины и женщины по-разному восстанавливают свои силы, и я сейчас в этом видео расскажу, какие сферы жизни помогают вам справиться с усталостью, поэтому устраивайтесь поудобнее, а я начинаю. Итак, колесо жизненного баланса представляет собой сферу, которая состоит из 8 частей, и есть часто задаваемый вопрос, он лидер по рейтингу списка, как справиться с усталостью, почему я ставлю много задач и быстро устаю, как справиться уже с хронической усталостью. И я сейчас в этом видео постараюсь дать небольшой, но достаточно насыщенный ответ, почему возникает усталость у женщин, как с этим бороться, как колесо жизненного баланса помогает вам прояснить ситуацию, и если вы уже прояснили ситуацию, как это помогает справиться с прокрастинацией. Дорогие друзья, я начинаю. Итак, яркость жизни, духовный рост и творчество, личностный рост, здоровье и спорт – это те сферы, которые для женщин являются очень важными. В предыдущих видео по колесу жизненного баланса вы можете посмотреть плей-листы и там найти более полную информацию. Я уже упоминал, что если у нас сфера яркость жизни проваливается по состояниям, тогда наши достижения в любых других сферах, будь то семья, отношения, карьерный бизнес и, допустим, деньги, не приносят нам той радости, как раньше. И поэтому для того, чтобы достижения в других сферах, они полноценно умножали радость, какое-то восхищение и другие приятные эмоции, нужно всегда сферу яркость жизни держать в таком состоянии, чтобы у вас отдых наступал до того, как вы уже свой жизненный заряд не использовали до уровня 5%. Есть общее правило, я в этом видео повторюсь, наверное, в других видео буду тоже повторяться. Правило очень простое. Если вы находитесь в состоянии, ваш жизненный заряд за день упал до 50%, пожалуйста, посмотрите следующие задачи, которые вы запланировали на этот день, и постарайтесь, делая эти задачи, экономно расходовать свою энергию таким образом, чтобы вы, придя домой, если у вас есть семья, любимый мужчина, дети, домашние любимцы, растения, то есть сфера отношения и семья, чтобы вы были на уровне заряда 30%. Почему? Потому что если вы будете постоянно приходить домой на уровне жизненной энергии 5-7%, то есть вы, как бы вы ни хотели, вы не сможете дать своим родным и близким тот уровень тепла, который они от вас ожидают. Если мы еще раз посмотрим, вернемся к состояниям, все наши состояния можно разделить на 3 группы. Тем, кто смотрит это видео специально для вас, те, кто автомобилисты слушают это видео и не могут увидеть картинку на слух, пожалуйста, воспринимайте. Диагностика состояний в колесе жизненного баланса оценивается цифрами от 0 до 10. В колесе жизненного баланса LongSwim мы диагностику начинаем с верхнего состояния, то есть оцениваю ли я сегодня свое состояние в этой сфере на уровень 8-10. Уровень 8-10 это лучше быть не может, то есть я переполнен на энергии, хочу поделиться историей успеха. Если я не могу положительно ответить на этот вопрос, тогда задаем себе вопрос, могу ли я сегодняшнее состояние в этой сфере колеса жизненного баланса оценить на уровне 4-8.
4-8 – это состояние, где вы уже восстанавливаетесь, реабилитируетесь, набираетесь сил. И если ваш ответ отрицательный, вы не можете подтвердить, что ваше состояние в сегодняшнем дне равно 4-8, тогда ваше состояние автоматически становится 0,4. Состояние 0,4 вы переполнены эмоциями, эти эмоции противоречивые. То люблю, то ненавижу, то радуюсь, то огорчаюсь, то полна сил, то уже нет сил. И чаще всего, отвечая на вопрос, когда мы чувствуем себя усталой, чаще всего это состояние 0,4. Состояние 0,4, состояние, когда вы полны сил, очень резко может смениться буквально там, под воздействием любых внешних факторов или мимолетной смены настроения. То есть полна сил, нет сил. Нет сил, выпила чашечку кофе, силы появились. То есть состояние 0,4 чаще всего она характеризует нашу усталость и нежелание переходить к действиям. Поэтому есть 4 сферы, которые восстанавливают наши силы, ваши силы, да. Это яркость жизни, то есть это ваш отдых, полноценный, краткосрочный или долгосрочный, это ваш отпуск, это места силы, где вы набираетесь силы, или если вы находитесь в состоянии 8-10, это неважно, где вы находитесь, люди, попавшие в атмосферу вашей 8-10, ваше состояние 8-10 будет автоматически заряжаться энергетикой, и вы при этом себя не будете чувствовать усталой. Итак, первый шаг для того, чтобы избавиться от усталости, нужно проработать сферу яркости жизни. То есть мы отдыхаем до того, как мы сильно устали, то есть минимум в первом полугодии у вас должен быть полноценный отпуск, минимум 1 неделя. 1 раз в квартал вам желательно посетить те места силы, вам для этого понадобится 1-2 дня. Если у вас нет таких мест силы, где вы чувствуете заряд энергии, пожалуйста, потратьте 1 год или 2 года для того, чтобы изучить недалеко от вашего города, где находится это место силы. Это могут быть святые места, это могут быть какие-то памятные места. Любые места, которые вы интуитивно чувствуете, дают вам силы, дают вам вдохновение, дают вам возможность быстро перезагрузиться или просто погружают вас в состояние легкости и радости жизни. Следующая сфера – духовный рост и творчество. Она немного отличается от яркости жизни тем, что там мы энергию свою восстанавливаем медленно, но там заряд более мощный, и поэтому я всегда рекомендую, если вы имеете какие-то творческие способности, творческие хобби или вообще любой вид хобби, чтение книг тоже является хобби, поэтому если вы любите читать книги, пожалуйста, сделайте подборку книг. Это самое простое упражнение, которое может сделать любой желающий. Идете в ближайший книжный магазин, заходите в любимый интернет-магазин книг, заказываете книгу, через некоторое время она у вас, за полгода вы ее прочитаете, перезагрузите свой мозг. Это тоже один из легких способов борьбы с прокрастинацией. Итак, следующий момент – это духовный рост. Духовный рост – это ваши духовные ценности, которые помогают вам держаться на плаву, преодолевать трудности, которые служат вам ориентиром для принятия решений. Здесь нужно быть очень-очень осторожным. Желательно посмотреть, к чему вы испытываете естественную тягу, к каким духовным практикам. Желательно обратиться к первоисточникам или очень, скажем так, обратиться к тем людям, которые обладают очень большой экспертностью, чтобы они помогли вам разобраться в тонкостях духовной практики. Почему? Потому что если вы понимаете тонкости духовной практики, то вы больше будете находиться в состоянии 4-8. Итак, мы, когда обращаемся к этим сферам, наша цель быть в состоянии 4-8. То есть у нас идет набор энергетики, у нас идет борьба с усталостью, и мы должны понимать, после того, как мы избавились от состояния усталости, хронической или кратковременной, что мы хотим сделать. Прокрастинация отличается тем, что у нас есть все возможности для того, чтобы сделать этот ресурс, сделать это дело, ресурсы но первый шаг мы сделать не можем. Поэтому
Традиционно, что уже у нас написано на флипчате, на что мы обращаем внимание, если вы не можете найти ответ на вопрос, с чего начать, нужно начать с другой, противоположной стороны, и нужно для себя понять, чего я смогу достичь как женщина, если я сделаю вот это вот дело. Если я сделаю вот это дело и понимаю как бы свой результат, для вас уже гораздо проще сделать первый шаг. Поэтому, если вы попеременно задаете вопрос, с чего начать и чего можно достичь, вы можете закончить дело фактически с тем результатом, который вы запланировали. Поэтому в колесе жизненного баланса очень много усилий, очень много видео посвящено как бы планированию. Планирование означает то, что вы тот результат, который вам нужен, а в данном случае вот мы рассматриваем видео, результат это борьба с усталостью, нам, чтобы избавиться от усталости, нужно наполниться энергией. Энергия получается двумя вещами, когда мы посещаем места силы. Если у нас есть 1-2 дня, или если у нас есть возможность на неделю куда-то выбраться, мы посещаем те места, которые помогают нам перезагрузиться, да, такая вот легкая перезагрузка, это тоже классно, но будет гораздо замечательнее, если вы в результате этого путешествия найдете то место силы, где прямо прилив энергетики многократный. Творчество, духовный рост позволяет нам заряжать нашу жизненную энергетику, больше всего заряжает наши духовные ценности. Почему? Потому что, ориентируясь на эти ценности, вы перед собой видите пример людей, которые обладали жизненной стойкостью к усталости, к любым другим неприятностям. И вот этот пример, то есть она или он смог это сделать, и я тоже как бы могу, это будет вас мотивировать не входить в состояние усталости, потому что в состоянии 0,4 вы больше устаете не от того, что вы имеете возможность что-то сделать, а просто из-за того, что вы не можете сделать первый шаг. Следующая сфера, которая наполняет вас энергетикой и которая избавляет вас от чувства усталости, это сфера личностного роста, это обучение. Пик обучения или самый большой спрос это у женщин, которые находятся в возрасте более 35 лет, то есть уже есть профессиональный опыт, есть желание узнать, что есть за пределами вашей карьеры, вашей профессиональной деятельности. Я очень вам рекомендую один раз в год, кроме профессионального обучения, проходить любое обучение, к чему у вас есть тяга. Это может быть модное течение, какого-то обучения, связанное с релаксом, это обучение новым навыкам, это обучение новым технологиям. Вот в сфере личностного роста, здоровья и спорта нам уже нужно больше ориентироваться на состояние 4-8, то есть это состояние, где вы можете достигнуть определенного результата, и вот этот вот результат, он будет вас радовать. В сфере личностного роста вот состояние 0,4 самый простой результат, если обучение связано не только с теорией, но какой-то практической деятельностью, вы выполните практическое задание, защитите ваш диплом, презентацию, и это ваша маленькая победа, пожалуйста. Не обесценивайте свои победы, знайте, что любая информация, которая для вас добыта на тренинге, на обучении, когда-то в жизни пригодится. Почему? Потому что вы имеете гораздо больший кругозор. Это ваша возможность задействовать в полной мере ваш талант, ваши умственные способности. И всегда заметите, что если вы перейдете в состояние 4-8 в личностном росте, то есть попытаетесь что-то из обучения применить к своей личной жизни или к своей профессиональной жизни, вы заметите, что 1-2 пункта вы можете предложить какие-то улучшения в работе, в своем личном распорядке дня, это тоже будет ваша маленькая победа. Философия колеса жизненного баланса Long Swim заточена на то, что в жизни бывают и грандиозные победы, но в большинстве случаев, 60%, это рутинный, монотонный труд, который позволяет потихонечку, мелкими шагами приближаться к своей цели. Это означает то, что мелкие шаги возможны в состоянии 0,4, когда у вас нет сил, нет ресурсов, и грандиозные победы вот, в состоянии 8-10, это вот они возможны. Итак, следующая сфера, где мы можем набираться сил, это здоровье и спорт.
Практика колеса жизненного баланса Long Swim. Пожалуйста, один раз в 10 лет пробуйте новый вид спорта. Он будет вас дополнять, он будет вам давать дополнительную возможность чувствовать себя бодрой, интересные, потому что вы погружаетесь в новое сообщество, новое комьюнити людей, которые в этом спорте уже давно, и вот эти вот эмоции будут вас наполнять, и вы будете чувствовать поддержку этих людей, потому что они уже преодолели вот этап начального уровня, когда ничего не получается, у них есть искреннее желание помочь новичкам. Здесь вы почувствуете первые азы наставничества, и вот в этой сфере именно здоровье и спорт можно побыть маленьким наставником, который может мотивировать своих друзей, подруг к тому, что спорт в любом возрасте – это классно, спорт в любой периодичности – это прекрасно, будь то это разовое занятие физкультурой, либо это регулярно насыщенный график с тренером. Итак, подытоживаем в этом видео. Если вы хотите справиться с усталостью, не обязательно задействовать все сферы, которые важны, можно задействовать те сферы, которые приносят вам удовольствие, потому что женщина так устроена, если у нее улучшается эмоциональное состояние, она сама способна мобилизоваться и решить те задачи, которые перед ней стоят в быту, в личной жизни, в профессиональной деятельности. Тем, кто смотрел это видео, желаю прекрасного дня, хорошего настроения. Не забывайте подписываться на наш канал, пересылайте это видео друзьям и знакомым. Я всем вам желаю хорошего дня. Я верю, у вас все получится.